Привет, сообщество, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами будет разговор о двух популярнейших сталях. Сегодня речь о том, что же лучше, сталь Elmax производства компании Böhler Uddeholm или сталь М390, также производства компании Böhler Uddeholm. И перед тем, как начать материал, я бы хотел вас сердечно поблагодарить. Вы лучшая публика, которую только можно пожелать. Вы оставили больше 270 комментариев под видео про выбор ножа для города. И комментарии на любой вкус. Много разумных доводов, много практических примеров, много интересных и нужных советов. Ролик в таком виде будет намного полезнее для новичков. Большое вам спасибо за участие. Elmax и М390 – обе современные порошковые нержавеющие стали. Более того, правильным было бы назвать такие стали суперсталями. На данный момент по актуальной методике было проведено 42 теста ножей со сталями Elmax, М390, 204P и 20CV. Говорить про М390 и забыть про 204P или 20CV я считаю неправильным. 42 теста — это километры отрезанного каната. За последние годы были заточены сотни и сотни ножей с клинками из М390 или Elmax. А самый первый тест М390 прошел летом 2013 года. Я думаю, среди моих зрителей спустя 10 лет есть люди, помнящие тот бараш. Привет, YouTube! Сегодня у нас 581 бараш со сталью М390 на тесте по резу каната. Заточка заводская. Теперь вы знаете, на каком фундаменте я строю выводы, которые мы с вами сегодня будем обсуждать. Прямое сравнение стали М390 и Elmax идет на базе ножа Ultratech Ares серебряной серии. Ares — это полноразмерный складной нож длиной клинка в 100 мм. Толщина клинка из стали М390 3,3 мм. Общая длина ножа 230 мм и толщина рукояти чуть меньше 11 мм. Твердость стали на клинке 63 единицы по шкале Роквелла. Модель Ares с самого начала выходит в двух версиях. Вариант с гладкими плашками и без бэкспейсера выпускается со сталью Elmax, а более сложная версия с рисунком, выборками и бэкспейсером оснащается клинком со сталью М390. Оба варианта ножа имеют схожий финиш клинка, ручная полировка и галтовка. Оба варианта сведены в 0,2-0,3 мм. На версии с Elmax клинок чуть толще, 3,5 мм, и вариант с Elmax чуть тяжелее, 120 грамм против 115. Наш сегодняшний материал захватывает практически все возможные варианты применения сталей Elmax и М390. Я постараюсь дать оценку этим сталям в практической плоскости. Ares — это нож высокой ценовой категории, и именно наличие двух идентичных ножей с идентичными принципами производства, идентичными подходами к изготовлению клинка, но разными сталями дает возможность оценить эти стали максимально корректно. Однако в вопросе сравнения сталей без нюансов не обойдется. Ares — это отличный нож, здесь нет сомнений. Но Ares и довольно дорогой нож, и в этом тоже нет сомнений. Когда мы имеем на руках качественно выполненный продукт, мы получаем вот такие результаты. Они перед вами. Из результатов предельно четко видно, что М390 лучше Elmax. Не драматически, но все-таки лучше. В реальности ситуация более сложная. Особенно, когда мы начнем говорить не о конкретных М390 и Elmax в случае с Ares, а вообще о сталях М390 и Elmax. В реальности все будет зависеть от качества производства ножа. Начнем с первой категории – ультрабюджетные ножи. Вы все поняли правильно, я постараюсь дать характеристики и порекомендовать либо М390, либо Elmax в зависимости от категории ножа. И давайте сразу определимся. Во-первых, категории хоть и будут зависеть в том числе и от цены ножа, но конкретных цифр я не назову. Ножевой рынок сейчас с одной стороны бурно растет, с другой стороны в мире повсеместно ломаются старые связи, создаются новые, что-то исчезает, что-то появляется. Ситуация вокруг турбулентная, и совершенно не ясно, когда все более-менее успокоится. Конкретные цифры в данном случае куда больше запутают, нежели принесут пользу. Во-вторых, и это совет для новичков. Если вы новичок, считайте, что М390 и Elmax — это одинаковые стали. Не забивайте себе голову. Главное для вас — выбрать свой первый нож, наслаждаться этим прекрасным миром. Вы успеете окунуться в детали, что называется, с головой. Конечно, если будет на то желание. А для начала выберите нож, выберите своими руками и сердцем. Выберите так, чтобы нож был ваш.
Вы поймете, что нож ваш, когда возьмете в руки именно его. А уже после выбора ножа, и если на то будет интерес, вот тогда выбирайте сталь. И ни в коем случае не делайте наоборот. Ультрабюджетные ножи. Какую сталь из этих двоих, Elmax или M390, предпочесть при выборе? Для начала неплохо бы понять, а что такое ультрабюджетные ножи? Это ножи, которые существенно дешевле фирменных аналогов. Будь то американские компании Benchmade, Zero Tolerance или, например, китайские Rai, Create V, есть и масса других компаний, я всего лишь примеры привел. Образно говоря, вы изучаете прилавок и очень скоро понимаете условный средний уровень цены. Так вот, ультрабюджетные ножи заметно дешевле, прямо-таки приятно дешевле. В этой категории я не рекомендую ни Elmax, ни M390. И хочу подчеркнуть, речь не про отказ от покупки ультрабюджетных ножей, а речь про отказ от серьезных сталей на таких ножах. Видите ли, M390 в большей степени и Elmax в меньшей степени на сегодняшний день одни из флагманов современных клинковых материалов и, естественно, используются в том числе как завлекающий фактор. При этом качество производства ножа зачастую минимальное, если и вообще приемлемое. На этом фоне даже появилась версия о происхождении стали на таких ножах. Но, дескать, внутри на самом деле не M390, а некий похожий аналог. Ну, например, есть стандарт стали D2, но это американский стандарт. В России мы можем использовать стандарт ГОСТ H12MF и абсолютно спокойно писать D2. А в Германии выбором будет стандарт DIN X153 хром молибден ванади 12, по-моему так, и это тоже будет вписываться в стандарт D2. Другое дело, что стандарт стандартом, а производство-то производством. М390 — это современная порошковая сталь, а вот что они там подобрали как аналог, это вообще неизвестно. На мой взгляд, такая версия, куда больше городская легенда, нежели логичная трактовка. Заниматься подлогом, заниматься заменой стали — это довольно муторно и, по идее, должно быть выгодно на очень больших объемах. Но мне так кажется. И что важнее, в данном случае есть куда более простой способ сэкономить — упрощение производства. М390 и Elmax, да, это существенно более дорогое сырье, нежели условные простые стали. Однако и производство ножей с М390 или Elmax дорогой процесс, если делать его правильно. Говоря проще, достаточно закалить клинки на 56 единиц вместо положенных 60+, и получить кратное снижение стоимости производства. Именно поэтому я не рекомендую ультрабюджетный сегмент. Очень высок шанс получить вместо современной производительности только современную надпись на клинке. Качество реза, качество ножа в работе зависит как от материала изготовления, так и от самого процесса производства. Эти два фактора неотделимы друг от друга. Средняя и средне-верхняя ценовые категории. Условные ориентиры все те же: американский Benchmade, Zero Tolerance, китайский Rai, Kvi и прочие. Это самая крупная категория, здесь масса производителей, включая отечественных. Здесь также появляются молодые мастера с кастомными ножами, особенно когда речь идет о ножах с фиксированным клинком и кухонных ножах. Что выбрать здесь? Что выбрать в этой категории? В этой категории, в самой крупной категории, многое будет зависеть от страны изготовителя. Если мы говорим про американское производство, про американские ножи, то выбирать стоит либо 204p, либо 20CV. Поясняю. 204p — это аналог М390 производства компании Carpenter, американской компании. Точно так же современная порошковая сталь с практически идентичным составом. Сталь 20CV — это производство компании Crucible, также американская компания. В остальном все очень похоже. Я напомню, Böhler Uddeholm входит в состав холдинга First Alpina. Хоть это и транснациональная корпорация, но Böhler Uddeholm — это Германия, Австрия, Швеция, в целом Европа. 20CV появилась на рынке несколько позже М390, и стали Crucible пришлось завоевывать себе место под солнцем. Возможно, эта ситуация уже меняется. Возможно, изменится в будущем. У меня нет хрустального шара. Но в данный момент ситуация следующая. Техническая документация касательно термообработки выпускается практически всегда в максимально безопасном для производителя виде. Для производителя стали, разумеется. Изготовитель ножей должен брать риски на себя, если собирается отклоняться от технической документации.
Именно на этом сыграла компания Crucible. 20CV на американских ножах, будучи полным аналогом М390, обычно проходит более качественную термообработку, нежели М390, и потому работает лучше. Технически 20CV, 204P и М390 — это практически идентичные стали. Но на данный момент выпуск ножей с М390 в США слегка проще, чем с 20CV или 204P. Хорошо, зафиксируем. На данный момент на американских ножах 20CV интереснее. А что с Elmax? Здесь все проще. М390 на американских ножах чаще интереснее Elmax. Elmax в классической серийной термообработке производится с огромным запасом, даже чрезмерным запасом. Касательно ножей китайского производства, все примерно так же, как и с ножами из США. А именно М390 интереснее Elmax. 20CV и 204P — это американские стали, и на китайских ножах не самые частые гости. Более сложный вопрос: а что интереснее, американская М390 или китайская М390? И вопрос не очевидный ни разу. Мы с вами разобрали 42 теста этих сталей, и это много, но, к сожалению, недостаточно много, чтобы ответить на все вопросы. В данный момент по китайским ножам ситуация неясная. С одной стороны, был довольно посредственный тест Кайзера, с другой стороны, был очень хороший тест District 9. Поэтому пока не ясно, что лучше, М390 из Китая или М390 из США. Но тесты продолжатся, и на этот вопрос мы тоже получим ответ. Самая интересная ситуация с отечественными ножами. В нашей стране нужно учитывать следующее. Во-первых, М390 — это самая захайпованная сталь на данный момент. Возможно, одна из самых известных вообще среди продвинутых современных сталей. Слава М390 абсолютно заслужена, но это меняет цену. И я говорю про отпускные цены производителя стали. Очень долгое время у нас в стране М390 была существенно дороже Elmax именно на оптовом рынке. Такая ситуация не может не влиять на конечную стоимость ножей. Во-вторых, в отличие от большинства стран, в России производство ножей данной группы часто имеет уникальные отличия. В России, так уж повелось, процессу термообработки клинков придается значительно больше внимания, чем в целом по миру. Речь, повторюсь, про стали М390 и Elmax, и про данную группу ножей средней и средневысокой ценовой категории. По итогу у нас в стране вы можете получить Elmax или М390 уровнем выше серийного. Рекомендация здесь будет простая. Если никакой дополнительной информации нет, то по умолчанию М390 интереснее. Но лучше будет расспросить продавца-консультанта, написать письмо производителю, ну или задать вопрос лично, например, на выставке. Поинтересоваться, что и как делается с термообработкой клинков. Куда проще ответ на вопрос: а что лучше, М390 американская, китайская или российская? В среднем российская М390 заметно интереснее любой другой М390. По тестам это проверено многократно. Топовая категория или категория «дорого». Ультротек Арес как раз из этой категории. И здесь важно понимать, стоимость будет фактором, с которым придется считаться. Но стоимость сама по себе ничего гарантировать не будет. Есть немало производителей, вкладывающих массу сил и ресурсов в механику, финиш клинков, финиш рукояти, материалы рукояти и прочее. При этом термообработка остается на твердом среднем уровне. Это абсолютно нормально. Но есть производители, например, тот же Rockstad, которые немало сил вкладывают в сталь, фактически выстраивая нож вокруг клинка. В данной категории разница между М390 и Elmax проявляется ярче. С одной стороны, М390 в общем зачете будет чуть лучше, не драматически, но лучше. Между тем, Elmax и М390 — это разные стали. М390 серьезней по составу, отсюда износостойкость у стали выше и, следовательно, производительность выше. Elmax, в свою очередь, набирает очки качеством самой стали. Elmax чище и лучше именно структурой. Формулировка грубая, но суть передает. Вот за счет более чистой структуры Elmax затачивается острее, и Elmax более пластичен. Заметьте, речь идет о сталях на твердости в 63 плюс единицы по шкале Роквелла. Пластичность не дается бесплатно, и хоть обе стали достаточно благодарные в плане заточки, М390 все-таки будет точить проще. В этой категории по факту невозможно определить победителя. На мой взгляд, многое будет зависеть от назначения ножа. Чем чище и защищеннее работа, тем больше плюсов на стороне М390. Например, кухонный нож преимущественно для овощей, ну или филе, будет интереснее из М390.
С другой стороны, если контакт с костями или чем-то похожим вполне вероятен, Elmax оттянет одеяло на себя. Мои личные предпочтения целиком на стороне Elmax, но объективно для этого нет оснований. Мне нравится очень высокая пластичность Elmax на пороговых значениях твердости. Но нужна ли эта пластичность вам – большой вопрос. А вот то, что такая пластичность потребует большего внимания при заточке, уже не вопрос, а факт. Для себя я характеризую Elmax как один из лучших примеров баланса износостойкости, пластичности и нержавучести. В М390 этот баланс смещен от пластичности к износостойкости, но все так же на очень хорошем уровне. Наша последняя категория – это категория с названием «Я такой один». Мы говорим о премиуме, мы говорим о кастоме. То есть максимальная проработка, максимальное внимание и максимальный уровень погружения в изделие. О стоимости здесь речи не идет, понятно, что стоимость запредельная. Здесь речь идет именно о возможностях. Есть мастера, создающие невероятный визуал и дающие великолепное качество ножа. Но в данной категории этого недостаточно. Более того, в данной категории именно визуальный облик может быть даже аскетичным, но при этом непременно будет очень качественным. Речь идет в первую очередь о фанатичном внимании в отношении к стали. Речь идет про эксклюзивные авторские методы термообработки. И в данном контексте нас интересуют два вопроса. Первый, а какая, собственно, сталь бодрее и какая наряднее? Кастомы — это все-таки отличный внешний вид, а следовательно повышенное внимание к финишу и особенно к финишу клинка, в том числе то самое пресловутое зеркало. С точки зрения эстетики и Elmax, и М390 я бы отнес к средней категории. Эстетика и качество зеркала — это безусловно субъективно, но на мой взгляд М390 и Elmax все-таки немного не дотягивают до качества Kauri X или 6-го Vanadis. А вот с точки зрения производительности, в данной категории М390 однозначно выносит Elmax в одну калитку. У стали М390 есть вариант термообработки с применением термоциклирования, при котором твердость достигает практически 65 единиц, 64,5, и сталь фактически становится на ступеньку, что называется, под названием «еще чуть-чуть и будет стекляшка». М390 ТЦО подойдет далеко не всем. Более того, однозначно не рекомендуется новичкам. Но для продвинутого нажимана, для уверенного пользователя такой вариант раскрывает М390 полностью. У стали практически исчезает какая-либо склонность к замыливанию на рабочей остроте. Существенно растет первичная острота, существенно растет общая производительность. Все это происходит за счет улучшения структуры стали в процессе термомеханической обработки. И, естественно, плата за это пластичность. Пластичность снижается существенно. М390 ТЦО — это как раз тот случай, когда работа ножа отличается и отличия заметны по сути кому угодно. Но повторюсь, такой вариант подойдет только человеку с опытом и с пониманием, что именно он держит в руках. Вот такие у нас категории и такие рекомендации. И возможно, кому-то из вас покажется, что я копаю слишком глубоко, и в этом есть своя правда. Особенно если вы видите в ноже только бездушный инструмент. Но нож больше, чем просто инструмент. Так получается, что меня смотрит довольно много новичков, и вам, новичкам, я завидую очень большой и белой завистью. Вы ведь только зашли в комнату с невероятными историями, событиями. Здесь много легенд, много на первый взгляд неприметных, но на деле потрясающих изделий. Вы только зашли, но уже начинаете понимать, нож — это не просто отрезать что-то, нож — это намного больше. Нож, помимо всего мужского, объединяет в себе сильнейшую эмоцию с одной стороны и очень серьезный научный базис с другой стороны. Мы в этой комнате давно, и, к сожалению, уже не получится испытать ваши эмоции. Но мы растем и хотим получить лучшее, по мере возможности, конечно. И вот еще что не стоит списывать со счетов. Сейчас, сегодня, возможно, не так заметно, но М390 — это экстраординарное событие в мире ножей. Ведь редко когда и где, по сути, от одного и того же инструмента ты можешь получить кратный рост производительности, а значит и комфорта. Я со своей стороны постарался дать рекомендации именно в практическом поле. При этом постарался охватить все возможные варианты.
Это видео не точка, а лишь промежуточные итоги. Впереди много тестов и, я надеюсь, много новых открытий. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока.